Всем салют! Сегодня сделаю третье видео про агрессию. Расскажу еще о одном варианте. Этот вариант самый накладный, самый дорогой. Вот. И он как бы достижим в двух вариантах. И если вы много вдонатите сразу, или же нужно на него копить, подготавливаться и переходить из одного из тех двух вариантов, которые я рассказывал в предыдущих видео. Это вот вариант, когда мы вставляем геройские вещи. Усиление навыков всех героев, да, то есть вот усиление навыков всех героев, усиление маг-атаки, маг-защиты, физ-атаки, физ-защиты. Это требует очень много ресурсов, да, то есть по отношению к предыдущим вариантам. И здесь добавляется новый материал, который нужно добывать. Добывается он сейчас в охоте только, да, его нельзя с дракона пока получить или в других местах, только в охоте. Соответственно, ивент идет не так часто, и без больших вливаний средств получить можно будет только если несколько охот охотиться, собирать, копить, и тогда можно переходить потихоньку. Опять же, это интересно для тех, у кого много героев прокачанных, кто использует там всех героев в экспедиции, на арене, в укромную битву, да. Это для тех игроков. Если же вы играете одним-двумя героями, вам этот вариант особо не нужен, не подходит. Здесь, если мы посмотрим на проценты, порядка 9% в максимальном исполнении мы будем терять. То есть, если у нас атака варвара будет, мы получаем там 40 с чем-то процентов, то здесь мы будем получать гораздо меньше. Сейчас вот где-то здесь зачистки. Вот, то есть у нас сейчас вот у меня как раз и такой вариант здесь стоит. Тут мы увидим, что физ защита 22% на максимальке будет, да, и маг защита 22%. Тогда как геройские вещи защищаются гораздо больше, имеют показатель. У меня тут, не знаю, есть вот, нет, вот, ну, такой вот атака темных рыцарей, да, то есть можно посмотреть защита темных рыцарей и жизни 39, да, то есть, ну, мы теряем где-то 8-9% на каждой геройской вещи, да, если брать отдельно. Но при этом получается, что усиливаются абсолютно все герои. Это удобно еще в том случае, если вы периодически меняете героев. Да, сейчас сменить героя стало не так проблематично. Покупаете замену, и она обходится, ну, там, тратите на это время. За $40 можно собрать полностью замену героя и поменять любого не понравившегося вам героя. Это недорого сейчас. Соответственно, можно всегда менять. Да, появился у вас новый герой, которого вы там собирали долго. Вы у него меняете. Если у вас такой вариант сборки, где у вас именно, ну, защита, атака от всех героев. Вот вы видите, можно посмотреть. Вот усиление навыка тоже всех героев. Соответственно, да, то есть у нас всего 17%, вроде немного максимальный, да, что мы можем получить. Но это идет усиление всех героев. И меняя героя, у вас, ну, вот эти навыки вам не нужно по новой из одежды доставать, вставлять новые навыки и опять их затачивать. То есть в этом плане удобно. Точно так же удобно, когда вы прокачали одного, второго, третьего героя, четвертого, пятого, да, то есть сейчас тоже стало это гораздо проще качать. Поэтому вариант как бы стоит рассматривать, ну, как бы даже к нему стремиться, что ли, я бы так сказал. Потому что, ну, на мой взгляд, это гораздо лучше, чем если вы будете вставлять именно одного геройского. Плюс к тому же занимать это будет всего у вас 5 слотов. То есть 2 вещи полностью, и в одной вы вставите, к примеру, навыки, да, усиление навыков героя. Опять же, если вы играете через магов, можно сэкономить, не вставлять физ-атаку. Или вы играете чисто физиками, можно не вставлять маг-атаку. И поэтому займет у вас это 4 слота. Один слот маг-защита, один слот усиление навыков всех героев, во второй ставить физ-атаку, физ-защиту. Вот, то есть 4 слота вы вставили, и 2 вещи заняли. У вас остальные останутся свободны, туда вы можете вставлять там защиту, атаку демонов,
ну, как я говорил, да, или медведей, или ангелов, то, через что играет. И усиливать еще и так ваши юнитов. И такое сочетание тоже, то есть, но это все довольно-таки дорогие вставки, да, будут, поэтому требовать много ресурсов. Поэтому стоит подготовиться и переходить уже, чтобы максимально быстро переходить. То есть ну, нужно все просчитывать, высчитывать, чтобы не было, что вы ставили физатаку, да, а физзащиту не смогли вставить, и у вас получится ни рыба, ни мясо. То есть, или ставите физатаку, физзащиту, а маг-защиту не вставите, у вас все герои будут ослаблены, ну, то есть не будет у них физзащиты. То есть тоже при встрече с магами вы будете проигрывать, поэтому нужно все рассчитывать и смотреть. Опять же, если вы играете одним героем, ну сейчас одним героем мало играют, уже по 2 героя вкачанных у большинства игроков, такой вариант вам, конечно, не особо пригодится. Но я знаю много игроков, которые просто, даже без вливания денег, просто играют активно. У них уже прокачано 3-4 героя. И уже можно рассматривать переход на такую сборку, да, где вы, опять же, я бы начинал вставлять навык усиления всех, ну, усиление навыка всех героев. То есть у вас на данный момент, например, будет стоять, если вот агрессия, да, вы вставили туда там, к примеру, Леонида усилили физатаку, физзащиту, там, ну, вернее, защиту, атаку усилили, да, там какой-то у вас второй там варвар, к примеру, или там арх. Соответственно, потом вы берете, вставляете именно усиление навыков всех героев, и у вас ваши атакующие герои, 2-3 основных героев, у них усиливаются навыки. И, соответственно, у тех героев, которые менее прокачаны, у них тоже навык усилится. И уже потом переходить, именно убирать физзащиту и маг-защиту и вставлять именно защиту на всех героев. Вот. Такой вариант, то есть рассмотреть, нужно все просчитать, все взвесить, чтобы переход был комфортный и без потерь, чтобы вам не нужно было чем-то жертвовать. Поэтому все просчитывайте, очень удобно сейчас, видно, каких ресурсов на какой навык нужно, сколько нужно, все посчитали, добыли и потом вставляйте, вынимайте. Да, в охоте потихоньку эти вот материалы добывайте. Возможно, их куда-то добавят еще и станет гораздо проще прокачивать, поэтому не стоит бояться, переживать, что это очень дорого, да, тут суммы, цифры большие, 700, 400. Но одну охоту, 2 охоты уже там что-то подкопили. Потом, возможно, добавят дракона или в какую-нибудь там охоту, рыбалку, еще где-то добавят эти материалы. И можно будет гораздо быстрее все это сделать. Тем более, если у вас будет уже какая-то база подготовлена, переход будет гораздо быстрее. Поэтому смотрите, какой из 3 вариантов вам подходит. Возможно, кто-то может предложить еще какой-то вариант. Можно написать в комментариях, поделиться своим опытом использования агрессии и варианты составления тех навыков, которые можно в нее вставить. На этом все. Спасибо. Надеюсь, видео кому-то будет полезно.